Привет. Два вопроса. Где и с кем он сейчас, и что его волнует? И карты Таро. Дать вам правдивые и точные ответы. Такая розовая сова ответит, где и с кем он сейчас. Где его сердечко. И эта карта, эта колода голубая птица, голубая эмоции, что его волнует. Мы будем смотреть симультанно, наверное, есть, или, как сказать, одновременно будем смотреть, да, где и с кем он сейчас и что его волнует. Я буду брать по одной карте, потом буду добавлять еще одну с этой стороны. Где и с кем он сейчас. Это карта Медведь. И что его волнует? Карта Дом. Он сейчас на работе, потому что Медведь – это, конечно, его начальники. Он сейчас может быть на конференции, на совещании, на работе, другими словами. И что его волнует? А думает он о вас даже на работе. Его волнует ваш дом совместный. Он, скорее всего, на работе с одной только целью – чтобы вам было лучше жить вместе, чтобы у вас были денежки на то и на это. Так все очень просто. Конечно, Ленорман только читается, когда много карт, да, но одна точно все не скажет. Поэтому я добавляю карты. Это будет такие дуады у нас, да, расклады. Раскладов будет много. Мы ответим на многие вопросы, и все, кто зашел, получат ответы. Итак, где он и с кем сейчас? Он на работе, и сейчас ему может быть там или скучно, или страшно, потому что эта карта гроб. По Ленорман не бойтесь, пожалуйста, но каждая карта имеет миллион значений именно в этом сочетании, и отвечать она должна на тот вопрос, который задан. Ему, наверное, страшно с начальником. Он, может быть, начальника своего не любит. Может быть, он тушуется перед ним. Потому что, знаете, они же в основном такие непредсказуемые. Вот что хотят, то делают. Дай человеку власть, да, и он ноги свесит. То есть, другими словами, что он сейчас находится с теми людьми, которые его напрягают. Скорее всего, здесь вот у меня очень сильное солнце, я не знаю, ли видно эту часть, вот эта карта Медведь. Но когда видео сделала, посмотрю, ли видно. Ну, что-то было видно немного, да? Девочки, дайте знать, или все нормально для вас. Итак, карта Гроб показывает его страхи. Он на работу ходит со страхом. И, естественно, пересекаются два расклада. Он ходит на работу со страхом, потому что, может быть, считает, что он недостаточно зарабатывает для того, чтобы купить вам новый дом. Это карта ребенок и дом. Может быть, он считает, что у него нет перспективы на этой работе, чтобы в ваш дом зашла какая-то новая радость, или же чтобы у вас был новый совместный дом, чтобы вы поженились, если вы еще не женаты. Но если вы женаты, чтобы купить обновки в ваш дом, чтобы ваш дом благоустроить, может быть, даже и отремонтировать, или построить новый дом. Новый дом. Вот так читаются эти карты. Новый дом. Он переживает об этом. И когда он ходит на работу, потому что здесь где и с кем он сейчас, а здесь что его волнует. Итак, где и с кем он сейчас? Он сейчас с людьми, которые мешают ему жить, потому что Гроб и Медведь говорит о том, что он бы с удовольствием закончил с ними отношения, с этими людьми. Он бы с удовольствием ушел, вот хлопнул дверью и больше никогда на это предприятие не возвращался. Так они его, извините, достали, да, вот такие слова. Так они ему надоели, так они ему диктуют, что делать, Медведь и Гроб. Так они его загнали вот в какой-то угол, Гроб и Медведь. Так они ему не дают дышать, да, Гроб об этом, не дают ему возможности проявить себя. Так они вот мешают ему жить. Где и с кем он сейчас? Он сейчас с людьми, которые наглеют. Карта Медведь. Может, это негативщики, может, это вот с людьми, которые ему посылают негатив, то есть портят жизнь и портят кровь. Это могут быть его родственники, кстати, это может быть его родитель какой-то, который не знает, как по-другому. Родители часто это делают без... Ну, потому что на автомате, потому что не видя со стороны, да, потому что тоже комплексы свои. Если это его родитель, так это, конечно, такое дело, да, здесь сложно их не слушать, но с возрастом нужно научиться этому. Конечно, Медведь и Гроб могут тоже означать для некоторых, что он сейчас переживает о какой-то потере, может, он потерял родственника. И всеми мыслями он сейчас где? Он сейчас в мыслях об этом родственнике ушедшем. Это может быть любой человек из его окружения, родитель или его другая родня, это может быть кто-то, кого он потерял.
И тот, кого он потерял, владеет теперь им, владеет его душой и его телом даже, потому что он как бы сам не свой. Может быть, он даже вам говорил: я какой-то сам не свой. И если он это сказал вам однажды: я сам не свой, вот это то, что с ним происходит. Какая-то сущность им владеет. Кстати, вот ушедшие люди, особенно родители, с которыми были очень плохие, тяжелые отношения, когда они уходят, ну, может, у него живые родители, дай им Бог здоровья, но если они ушли, у кого-то из слушателей, они начинают владеть им или тем, у кого ушли они, да, очень сильно. Они, ну вот, знаете, они становятся усиленные, потому что когда человек уходит из земной жизни, он становится сильнее. Он становится сильнее энергетически намного, как бы в разы. Представьте, чтобы подняться ко Всевышнему, там в 1000 раз энергия усиливается. Там как идет вот так, знаете, как... Ну, я скажу вам, ладно. Это эзотерический закон, он довольно секретный. Это закон Сатурна. Вот разница между левитацией и гравитацией, это на Земле, да, левитация – это когда подъем, а гравитация – это когда опустить. Так вот, гравитация – это такая естественная составляющая, которая есть у всех живых. А левитация, она всегда присутствует у живых, но в меньшей степени. А если вот у него кто-то отошел в мир иной, уже у них левитация очень сильная. То есть, ну вот, секрет эзотерики – один из таких очень тонких, серьезных секретов. И этот родственник, если он левитировался, то есть поднялся, уже возвысился, он занимает его все мысли, потому что он энергетически притягивает к себе, очень сильный становится. Да? И здесь нужны вот молитвы. Не зря же в церкви вот есть эти 40-е дни и все такое. Это же не зря. Церковь – это тоже магия, девочки. В хорошем смысле слова. С хорошим, но магия. Ничего другого там нет. Просто хотят они монополию на магию. Но это их дело, это их право. Каждый, знаете, верит в то, что он делает, я уверена. И я, священник, здесь верю в то, что я делаю, и батюшка в церкви. Так что, может, ему нужно сходить в церковь, заказать какой-то молебен. Если это люди, которые ушли давно, это еще сложнее, там точно нужен молебен. Ну и кто в церковь не ходит, у меня есть чистки бесплатные. Это тоже вот там молебны у меня делают люди, да. Это же, ну, то же самое, девочки, тоже абсолютно самое. Очищение души, исцеление счастья, чтобы найти все такое. И ему бы это не помешало. Но мы можем сами за него молиться, да, потому что здесь гроб вышел все-таки с медведем. Это могут быть ушедшие родственники, которые сильно им владели. Может быть, его мать, которая очень сильно давила. Если она жива, дай Бог здоровья. Но это может быть бабушка, которая давила на мать, а мать еще жива, но продолжает давить на него. Вы понимаете, цепочка родовая, да. Но это вот у некоторых. Так что здесь, девочки, вы узнаете себя, и у вас произойдет понимание вашей ситуации. У кого это начальник, он ненавидит свою работу, просто он ее боится. Он знает, что там вот как болото, да, гроб и медведь. Болото этих начальников, начальник на начальнике и начальником погоняет у него там на предприятии. И все сидят у него на голове, и каждый к нему претензии, знаете. Чем выше, тем оно вот так, да, теряет человек контроль. Власть портит всех, я вам скажу. Мало кого власть не испортит, это уже какие-то уникальные люди. Вот, и он был ему другом, а теперь стал начальником и мешает ему жить. Это вполне возможно. Так вот, с кем он здесь сейчас. Кто-то меня спрашивает, есть ли у него любовница, а может он с любовницей сейчас? Нет, совершенно нет. Потому что иначе бы не вышли эти карты. Если даже у кого-то и было что-то такое, подозрение, или была на самом деле измена, там все закончилось, гроб. Там все закончилось, он не с женщиной, он сейчас вот где-то в том, что он не любит делать. Понимаете? Вот, и что его сейчас волнует? Может быть, разговор, который между вами был в доме, в вашем частном доме. Частный дом – это и квартира, может быть, это просто такое выражение красивое, да. Разговор у вас с ним был, и он волнуется об этом. Кстати, волнение, да, переживает. Волнение как бы переходит в расклад, что его волнует. Он хотел бы все исправить, ребенок. Он хотел бы все начинать сначала. Он понял свою ошибку. Понимаете, здесь валет пик, он понял свою ошибку. Ведь игральные карты тоже учитываются, конечно, понимаете, да? Угу. Так что он сильно осознал и понял свою ошибку. Это точно. Давайте будем добавлять карты. Итак, где и с кем он сейчас?
где и что его волнует, да. Вот он сам вышел, голубчик, вот он сам вышел у нас, дорогой. Где и с кем он сейчас? Ну, он сейчас пробует, чтобы выстрелил бизнес, он пробует сделать деньги, звезды. Он пробует, ну, наверное, сбросить эту власть другого человека над ним, да, освободиться от давления. Что такое звезды? Это освобождение от давления, это нахождение своего пути, своего счастья, своей звезды, которая будет для вас обоих хороша. Вот к этому он сейчас стремится, где и с кем он сейчас. Вот хоть он и на работе, но он мечтает о том, что он сам будет начальником, что у него будет свое предприятие, это его мечта, что он будет хорошо зарабатывать, что у него будет все прекрасно, и в вашей паре будет наконец то, на что вы надеетесь, и о чем вы мечтаете сама, и о чем вы с ним вместе мечтали когда-то. Теперь он сам вышел, голубчик, вот здесь, да, поэтому, конечно, мы понимаем, что это его сигнификатор, он хочет вам сказать сейчас, что он его волнует, он просто вышел на связь, да. И вот таким образом у нас получился совершенно спонтанный вызов мужчины. Спонтанный вызов мужчины. Поэтому мы будем спрашивать, девочки, извините, я подвину, потому что вот эта карта хочет выйти. Именно вот это. Теперь я все верну, как было. И вот она, эта карта. Карта Солнца. Действительно, он хочет себя продвинуть, звезды и солнце потрясающе. Когда звезды и солнце выходят, это несомненно. Он очень хочет сделать карьеру для вас двоих. Немного эти подвину, что его волнует. Вот эту возьму, вот это просится. Что его сейчас волнует? Вот она, книга, ну да. Вы как пара, записи Акаши ваших отношений, это, в общем, очень-очень хорошо. Смотрите, когда мужчина волнуется о своей женщине, за которую он в ответе, да. Это же самое лучшее предсказание, которое только может быть на свете. И здесь понятно, что его волнует то, что, может быть, он где-то вас обидел. Карта книга – это его отношение к вам, это его любовь к вам, это, скорее всего, даже деньги, которые он сейчас зарабатывает. Достаточно будет денег, у него вот это как бы его кошелек, да, чтобы дать вам новый подарок. Он ищет сейчас вам подарок. Сам же он смотрит на карту ребенок, он хотел бы нового подхода к вам найти к вам ключик, другими словами. Вот ваш домик, да, ваш домик — это вы как личность, тоже ваше личностное пространство и пространство между вами, там, где вы живете вместе, если вы живете, а и вместе уже. А если вы еще вместе не живете, здесь вполне возможно, что он новый мужчина, потому что ребенок и мужчина, новый мужчина, который хотел бы, мечтал бы с вами иметь общий дом и строить свое гнездышко, потому что книга — это записи Акаши, это общее такое, знаете, уже пространство, это когда уже есть ангельская поддержка, эта книга. И книга очень хорошая карта, это родовая карта, он хотел бы с вами иметь родовое гнездо. Смотрите, новое родовое гнездо. Видите, как карта считается? Новое родовое гнездо. И меня очень радует, особенно вот звезды и солнце вместе. Солнце — это говорит о том, что он хотел бы достичь успеха в том, чтобы строить будущее для вас, чтобы мечта сбывалась. И для этого, из-за того, что он готов на все для вас, он готов терпеть начальника, скорее всего. Он готов терпеть все эти препятствия, все эти неприятности, которые на него свалились на работе. Он готов на это совершенно, потому что вы для него это настоящая звезда. И ему сейчас вас не хватает, если читать эти три карты вместе. Ему сейчас вас не хватает. Я эти карты заберу с вашего позволения, потому что мы еще спросим. Оставим мы сигнификатор. Извините. Оставим мы, конечно, сигнификатора, потому что он сам вышел, значит, он хочет на разговор. И мы здесь посмотрим его состояние, его волнение на голубой колоде и его чувства к вам. Есть ли чувства, да? Продолжаем расклад. Он сам вышел на связь, он сам хочет что-то сказать. Ну, конечно, мы дадим ему возможность высказаться, да. Переживания какие-то сейчас им владеют, переживания. Может, вы поссорились, и он потерял ваш контакт, полностью потерял ваш контакт. И есть какие-то переживания. Он чувствует себя очень неудобно сейчас, да. У него неудобное положение сейчас, он переживает. Смотрите, крысы, плетки. Ух, какое у него страшное душевное состояние, тяжелое. Ай-яй-яй. Какое у него страшное душевное состояние. Очень тяжелое душевное состояние.
Смотрите, может потому, что вы хмуритесь, вы как-то потеряли к нему доверие, да? Девочки, что такое у меня здесь? Что такое у меня? Солнышко это такое, оно хорошее. Солнышко надо любить, да? Конечно, любим солнышко, но в то же время оно засвечивает все карты, но это хорошо. Подсказывает ярче, да? Солнце эзотерически это когда все видно. Ну вот мы очень глубоко копнули, наверное, потому что солнце все открыло, которое здесь явно все показывает. И он сам виноват в том, что случилось, он себя обвиняет, коса, он переживает о ссоре, и ему очень неприятно внутри. Знаете, что такое крыса? Это когда ему вот противно внутри, как коты говорят, насрали, да, есть такое выражение хорошее, ну, вы поняли, да? Вот это чувство у него в душе, и он боится, что он вас обидел, потому что тучи, он этого очень боится. Что-то произошло независимо от него, произошло что-то среди других людей, можно сказать, да, что спровоцировало на вот это все. Но это не было что-то большое, поскольку клевер. А чем выйдет клевер? Девочки, может быть, он приревновал вас, это незначительный флирт. Знаете, всадник идет на клевер, и карта общества, и потом иллюзии. Но ему показалось больше, чем было на самом деле. На самом деле, может, и ничего и не было. А ему показалось больше, чем было на самом деле, потому что это был незначительный флирт где-то среди людей, и карта тучи говорит, что, ну, додумано много было. Я еще хочу напомнить вам, что здесь тоже речь идет о том, что это могло быть наоборот, то есть он вас приревновал, либо же и сделал вам скандал, и ему сейчас противно, потому что он сказал лишнее и обидел, оскорбил вас. Но также может быть, что и вы его приревновали здесь вполне, да, и вы ему сказали обидные слова сгоряча и правильно сделали, потому что, вы знаете, не бывает дыма без огня, да, мы посмотрим, был ли там огонь. Хотя здесь написано, что клевер это был незначительный флирт. Вы знаете, это то, что поставило гору между вами. Нужна ли эта гора? Понимаете, карты букет показывает на его любовь к вам. Я не вижу, что эта гора была обоснована. Вот, девочки, каждый по-своему поймет, да и вызвало одиночество в сердце, и у него, и у вас. Но каждый сейчас увидит свое, потому что, понимаете, у кого-то вы приревновали, у кого-то он приревновал. И это выставило такое препятствие. Очень сильное, кстати, тяжелое препятствие между вами. Он или вы стали себя чувствовать, как будто потери какие-то идут, да? Обидные слова были сказаны. Но я бы сказала, что вот эта гора препятствия, она ведь искусственно выставленная, потому что это был только флирт, там не было измены. Это все иллюзия была, тучи. Понимаете, вот эти все карты внизу, я читаю, там не было измены совершенно. И это сделало сердце такое одинокое, холодное. Не стоило, наверное, это раздувать. Но кто-то из вас, знаете, обидно, конечно, кто-то из вас это немножко раздул. Давайте я посмотрю, что он хотел сейчас вам сказать перед тем, как переходить на розовую колоду. Ой, он хотел бы сказать, что любит вас. Это однозначно. Это он хотел бы вам сказать, что любит вас. Это четко и однозначно, девочки. Он вас любит, и здесь не нужно волноваться, потому что Солнце и мужчина, он смотрит на карту Солнца, он хотел бы сказать вам, но я был эгоист. Ты для меня как солнце ясное, я тебя люблю, ты радость моя. Извини. Девочки, если вы виноваты, если вы там флиртовали с кем-то, вы можете это сказать. Но, конечно, вы сами решайте. Ну, может быть, и можно было бы. Розовая колода, она вам покажет больше чувств. Ну, смотрите, вы понимаете, если я вам сейчас покажу те карты, которые я только что забрала, и это предыдущий расклад, вы его узнаете по этим картам, да? Посмотрите. Понимаете? Во-первых, это показывает, что он дважды занят работой, чтобы для вас, любимые, что-то хорошее сделать. Во-вторых, 2 человека и 2 башни. Вы как 2 башни, понимаете? Все, что вам нужно, это чтобы он вас понял, чтобы он вас любил, вот какая вы есть.
И, кстати, вот вы сейчас удивитесь, но 2 башни, да, и он того же хотел, чтобы его любили там не за то, какой он умный, или какой у него успех на работе, или какой он рукастый, или как он там в спальне, не за это, а просто любили, какой он есть. Он очень этого бы хотел. 2 башни – это 2 одиноких сердца, которые могут, ну опять смотрите, что делается. Да уж, серьезный разговор получился, серьезный, смотрите. 2 тучи также. Иллюзии у вас, и у него иллюзии, потому что и вам кажется, что он вот не любит вас просто какая вы есть. Он любит, вам кажется, вашу внешность, или что вы на кухне красиво умеете все сделать и приготовить вкусно, или еще за какие-то качества, да, у вас такое чувство, что он вас использует, башня и тучи, иллюзии такие. И у него такое же чувство, вот в чем дело, вы-то очень похожи на друг друга, поэтому вы заслуживаете счастья вместе, вы очень и очень похожи. Давайте эту карту возьмем. О, вот, пожалуйста, и вы вышли. Ну вот, расклад сам ведет, да, ведет. Это вы вышли. Давайте будем делать подобный расклад, чтобы потом вам все вот это увидеть и исправить вам ситуацию была возможность. Мы сейчас посмотрим, на что вы смотрите. На гору. А гора тоже была в предыдущем раскладе. Все понятно. Понимаете, я поэтому беру 2 колоды. А почему я не делаю так, как вот бывает, видно, делаю с одной колодой все, да? Ну, потому что, чтобы тщательно перемешать колоду, надо самое меньшее 5 минут. Потом ее приготовить и так далее. Поэтому я не вынимаю из одной колоды. То есть сделала расклад, все сложила из той же колоды. Я вот имею 2 колоды. И поэтому то, что вышло у вас на голубой колоде, понимаете, то же самое и выходит и на розовой. А это подтверждение, что карты гадают. Вот карта гора, кто не заметил. Карта гора, кто не заметил. И это двойное. На это нужно обратить внимание. Когда выходит одна и та же карта, на это просто нужно обратить внимание. Это только начало расклада. Я сейчас сделаю дополнение. Но перед тем, как приступить, хочу обратить ваше внимание. Он смотрит на солнце. Вот то, что он говорит: радость моя, я тебя люблю. А вы смотрите на гору, а вы говорите: я простить тебя не могу. Ну вот, девочки, вы сами услышите, что вам нужно, да, я же не буду никого переубеждать. Но это то, что показали карты. И поэтому 2 одиноких сердца, и он хочет, чтобы вы любили его просто какой он есть, и вы этого тоже хотите, и как-то у вас не получается. Что еще нужно знать? Ну вы же родственные души. Вы от друг друга, давайте я их в руки возьму. Вы от друг друга никуда не денетесь. Это карта дерева. Вы родственные души. Вы родственные души, вы будете вместе. Как ни крути, да, вы пройдете сложности, притирки друг к другу, но вы будете вместе. Вместе будете. Это карта Луна. Она говорит, что по наследству. Но Луна вообще-то наследственность всегда в астрологии. И дерево наследственность. То же самое, они просто подтверждают друг друга. Вы будете вместе. Девочки, кто только встречается с парнем, с мужчиной. Карта всадник ночью, потому что Луна показывает тоже время. Время скоро, ночью Луна. Он станет вашим самым близким человеком. Самым близким человеком. А карта развилка. Может быть, у вас есть 2. Может, это действительно с вашей стороны был флирт. Потому что все-таки развилка вышла с вашей стороны. И уже ребенок у нас был. Ну, вышел еще один. Это, конечно, понятно все, да. Новая встреча. Новая встреча с мужчиной по судьбе. Новая встреча. Счастливая встреча. Точно. Новая счастливая встреча с мужчиной по судьбе. Либо же это, понимаете, вы взглянете на него новыми глазами. То есть вы сможете его любить, какой он есть. И он тогда сразу откликнется и будет любить вас, какая вы есть. Карта букет. Здесь у нас, девочки, советы. Кто-то может расценивать эти советы как по стихиям. Можно смотреть. Здесь стихия огонь. Или просто 4 совета. Здесь стихия земля. Здесь стихия воздух. И здесь, девочки, стихия вода. Смотрите. Ну вот, стихия вода начнем. Некоторые девочки обижаются, что я как-то стихию вода всегда напоследок оставляю. Либо же это просто советы. Просто советы. Но я знаю, многие девочки любят мои расклады смотреть по стихиям, потому что это как бы моя очень частая практика, да.
Я сразу скажу, что плетки говорит о том, что у вас будет близость скоро. Это касается кого? Воды или вообще кто просто 4 для себя смотрит совета. Потому что я еще раз скажу, что все 4 стихии у вас есть. Они просто в разной степени себя проявляют. Например, солнечная проявляет больше себя, другие стихии меньше, может быть, но не наверняка. Все надо и асцендент смотреть, и Луна, и Венера у вас какой стихии и так далее. То есть у водных знаков будет близость скоро. Будет встреча с мужчиной, будет близость, и все уладится через близость. У знака воздух у вас вообще будут перемены в доме. Это может быть новый дом, может быть, вы строите или переедете. Некоторые переедут так далеко, как, например, даже за границу или в другой город. На новую квартиру, съедетесь или выйдете от родителей. В общем, будут перемены в вашем гнездышке общем, да, или просто вы совьете гнездышко, вы пока еще вместе не жили, а будете жить вместе. Что касается стихии Земля, здесь карта Змея показывает на то, что нужна мудрость. Нужны повторяющиеся движения. Я уже не раз говорила, алхимическое чтение змеи, а правдивое чтение – это повторяющиеся движения, потому что змея имеет тенденцию менять кожу. Как только у нее появляется новое знание, то есть она становится больше, она меняет кожу. Пока она меняет кожу, она vulnerable, то есть она очень чувствительна, и ее легко обидеть. Так, может быть, он вас застал как раз в такое время, когда вы были чувствительны, и вас было легко обидеть. И вам нужно просто все начать сначала. Вот это для земных знаков, кому нужно меня услышать, и у них жизнь станет лучше наверняка. И букет — это без комментариев, да. Вообще, я уже говорила не раз, что мои расклады даже можно смотреть без звука, без комментариев. Они же сами разговаривают с вами, понимаете. Главное, что выложить нужно, да. Но здесь у вас букет, и букет говорит о том, что для огненных знаков это просто обожание, счастье, это романтика, это подарки друг другу, это примирение, если поссорились, это новый букет, это новый мужчина, в общем, все самое лучшее. Да и для всех все самое лучшее. Разве можно сказать, что близость – это плохо, а близость – это прекрасно? А вот такой расклад, много чего в нем было, да? Много. Я сейчас начну помаленьку карты складывать, и если вы хотите, чтобы расклад сбывался, нужно, конечно, смотреть до конца. Это у меня здесь розовая сова, и мой сбор расклада – это аминь, поскольку я здесь священно действую, я священнослужитель, кто не знает еще меня, да. Колено – это слияние меня и моего партнера, он, кстати, предсказатель тоже, но он больше как шаман проходит, да. С ним, кстати, тоже нелегко жить. Шаманами, думаете, легко жить? Он такой. Вот я часто и смотрю наши отношения тоже. Ну, очень хороший человек, очень хороший. Но он духовный, он часто в себе закрывается, чтобы идти по своему пути духовному. Так что вот так. Девочки, ставьте лайк, потому что это ваше аминь. Это ваше аминь. Необходим лайк. Обязательно. Чтобы расклад начинал с вами работать и помог вам, лайк необходим. Я преподаю Ленорман, и еще раз хочу сказать, что кто вот хочет просто заработать, уроки, наверное, вам преждевременно все-таки брать. Уроки для тех, кто хотел бы свои душевные травмы поправить в начале. Но если в процессе учебы появится талант, вы его найдете в себе. Талант любой нужно в себе найти и открыть, конечно. Тогда вы сможете предсказывать. Моих уроков достаточно, чтобы стать топовым предсказателем. Я вам это гарантирую. Так что у меня уроки на сайте можно получить, если кому интересно. Всех вас очень люблю, и я для вас делаю расклады. Это так, как я с вами общаюсь. Конечно, общаться со мной – это подписка на канал. Тогда вы будете знать дорогу в мой эзотерический дом. Подписывайтесь, я буду рада видеть вас среди моих любимых подписчиков. Всех люблю, ценю, обожаю, уважаю. И с нетерпением буду ждать, когда вы придете ко мне вновь в моих следующих видео, где я буду раскладывать для вас великолепные карты. Кстати, раскладываю и Таро, и Ленорман, и Сибила, и Символон, и карты оракулов, игральные карты, чтобы каждому открыть, расчистить дорогу для счастья, девочки. Это самое главное, чтобы найти дорожку для счастья и быть всем счастливым. А всех обнимаю, целую, жду вас на моих следующих видео. Пока!